искусство предотвращать конфликт. И все же, несмотря ни на что, можно констатировать довольно частые проявления в семьях конфликтного поведения, когда один задевает другого, делает ему неприятно, когда кто-то из супругов ругается, обвиняет, грубо требует и тому подобное. Губят супружеские отношения не столько сами недоразумения, сколько то, как они разрешаются. Реагируя на резкость, грубость и прочее, надо не бить в ответ, а успокоить или остановить другого и, в первую очередь, мирными и добрыми средствами. Может быть, дать понять супругу, что он делает вам больно, подумать вместе с ним, почему у него не получается вас не задевать, но не молчать, копя раздражение. Прежде всего успокойтесь. Кто злится, тот не прав. Не стоит судить, пока вы не разобрались, не выслушали другую сторону. Разговор начинайте с добрых слов друг к другу и признания своих ошибок. Если один из членов семьи понял, что был неправ, извинился, все, его вину следует забыть и не вспоминать. Поцелуйте и настройте его и себя на мирный лад. Итак, вместо выяснения отношений, взаимных оскорблений надо с самого начала культивировать в семье деликатность, чуткость друг к другу. А чуткость является залогом уважения и внимательности, и взаимопонимания, словом, всего того, что составляет культуру супружеских отношений.